Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Кажется, Снежана, тучи сгущаются и над Ермаком персонально, и в принципе, да, вот эта вся колода из 5-6 менеджеров в Украине претерпевает такую достаточно нервную историю. Во-первых, статья в Политико. Конечно, пошел антикриз, что это какие-то злые враги Ермака заказали о нем статью, но примечательно, что там не просто он называется, человеком некомпетентным, описывается его поездка достаточно неуверенно плохая, если не сказать провальная, в Америку недельной давности. Там вот именно причины поднимаются. Некомпетентность, назойливость, настойчивость. Его, кладезь, да, подобраны все вот эти слова. Описано, что это 14 человек из какого-то окружения, дипломатического, американского, я так понимаю, наверное, не без украинского. Но, тем не менее, это какой-то прецедент. На фоне того, что происходит с вице-премьером Чернышовым, который уехал и не возвращается, на фоне вот этих всех общих проблем, быстрый антикриз, давайте проверим на коррупцию, антикоррупционные органы, чья вертикаль заточена конкретно под американцев, кажется, что начинаются такие очень серьезные тектонические сдвиги. Насколько, как вам кажется, вот мы сейчас в начале большого пути, серьезного, если не раздрая, то переформата украинской власти? Саша, могу вам сказать, что, конечно, скорпионы в банке начинают пожирать друг друга. Когда поле их деятельности сужается, когда денежки и их потоки вообще бесконечные, которые лились просто рекой на голову и всем хватало, сужаются, безусловно, начинается выяснение отношений. И, конечно, они сейчас будут искать крайних. И первым, кто будет искать крайних, и подставлять вместо себя сакральную жертву, безусловно, будет наш прекрасный мальчик Владимир Александрович Зеленский. Я прошу не забывать всех, кто нас слушает, что Владимир Александрович Зеленский пришел в политику из шоу-бизнеса. Более того, из такой особенной совершенно среды, из украинского шоу-бизнеса. И так как я являюсь тоже представителем этой, скажем так, когорты, то я могу сказать и еще из особенного, скажем так, круга украинского шоу-бизнеса. Там есть такая определенная фракция евреев и гомосексуалистов. То есть это люди, у которых вообще отсутствуют какие бы то ни было моральные устои. То есть они действуют всегда исключительно из своих собственных эгоистичных побуждений. Для них нет никаких тормозов, стопов. И если они хотят добиться какой-то цели, они идут прямо, скажем, по трупам и бросают в топку всех, кто рядом. То есть Андрей Ермак, в общем-то, милый когда-то, очень воспитанный, спокойный, тихий молодой человек, которого я знала когда-то, юрист, который все пытался пробиться в высшие слои, в круги. Он, знаком с очень многими олигархами, людьми, богатыми и прочее и тому подобное. Он оказывал им определенные юридические услуги. Он, конечно же, считал, что он поймал Бога за бороду, когда он, расталкивая своими локотками, Богданов и прочих, скажем так, конкурентов, оказался рядом близко к телу. Но я уже неоднократно говорила в своих интервью, что Андрей Ермак – это теневая фигура, которая рядом следует как тень, но, с другой стороны, это такой своеобразный голем, такой Франкенштейн, да, которого создает вот этот вот персонаж, этот черт Зеленский. В чем заключается его, собственно, сатанинская сущность, потому что большинство людей не видят в нем угрозу. Я в данном случае говорю о Зеленском. Когда я говорю, что он черт, что он из чадия ада, что он, порождение преисподней, ехидный и прочее, потому что ложь – это его оружие, потому что он сын дьявола, а дьявол – отец лжи, люди не могут этого понять, потому что у них еще по-прежнему сохранился вот этот устойчивый образ веселого, классного, казалось бы, беззащитного, такого маленького, такого классного, всегда улыбающегося маленького чертенка.
На самом деле это реальное исчадие ада, и он подтягивает к себе людей, ставит им задачи. Его, по большому счету, никогда не интересует, как они будут выполнять эти задачи. То есть, грубо говоря, это из серии, знаете, помните, он показал свое истинное лицо, когда журналисты к нему подошли, стали задавать ему вопросы, и он им сказал: я шо, вам лох, я вам вообще ничего не должен, типа, я должен только своим родителям. То есть вот это вот чисто такая бандитская немножко жилка. Я думаю, что они приблизительно вот так вот и ботают у себя там на собраниях, курнут там своих айкосов, нюхнут и начинают решать вопросы. То есть он просто приблизил Ермака как решалу и сказал, что Андрюха, типа, бабло зарабатываешь, давай, вали, чеши, решай вопросы. То есть то, что Ермак поехал в Америку, рванул туда, стоял там, как собака, значит, под какими-то кабинетами, стучался в двери, просился и говорил, что, ребята, мы же с вами договаривались, мы же с вами вместе все это начинали, а теперь что же вы на нас сбрасываете все? Давайте же как-то договоримся, дайте нам какие-то гарантии безопасности, мы еще можем повоевать, да мы еще у нас порох в пороховницах. Это все задание, которое он выполняет, а черт в это время остается в белых одеждах, он в это время едет сюда, в это время едет туда. То есть раньше он никак не мог вообще без Ермака никуда поехать, а сейчас, так как они разделились, это значит, что это уже агония. И, конечно, ничтоже сумяшися, не моргнув глазом, он бросит Ермака как жертву в топку этого ада. Но, как вы правильно заметили, Александр, это уже начало конца, это реальная агония. По аналогии, вот если люди, которые читали где-то книжки, смотрели какие-то фильмы, к сожалению, люди все меньше и меньше вообще ориентируются в пространстве, в котором они живут, не интересуются историей, да, сжигают книги. Им нравится больше хайповать дуракам, идиотам на том, что они разрывают книги Достоевского, Пушкина и Толстого. Но если бы они их почитали и вообще поинтересовались бы недалеким нашим прошлым, каких-то там 100 лет тому назад, приблизительно то же самое происходило, агония распада нацистского режима в нацистской Германии. Потому что те же люди, те же силы, англосаксы создавали, значит, из Гитлера вот такую вот масштабную фигуру, надували его, спонсировали, создавали как бы определенный имидж, снимали фильмы про него, про Великий Рейх, понимаете, и вот эту вот всю рекламную кампанию, которую Лени Рифеншталь красиво, значит, по всему миру распространяла, и потом, когда они поняли, что они обломали зубы о советских простых людей, работяг с заводов, которые оставили свои, как говорится, орала, перековали их на мечи и стали настоящими воинами. Тогда они начали активно искать способы избежать ответственности. Мы знаем, те люди, которые интересовались историческими моментами, что в 1942 году фашистский рейх уже понял, что их, ну, скажем так, поражение неизбежно. И все эти несколько лет до 1945 года они занимались тем, что организовывали за пределами Германии, по всему миру, в Аргентине, в Бразилии, в Соединенных Штатах и в Канаде, организовывали разнообразные кампании, вывозили туда ресурсы, бабки, свои семьи, думали и искали способы, как им самим избежать этой участи, чтобы не оказаться на эшафоте. То есть есть такой прекрасный фильм, я думаю, что всем имеет смысл посмотреть, об операции «Одесса». Оно не имеет отношения, это название, к нашей Одессе, прекрасной маме, а именно это вот операция, которую, значит, Третий Рейх осуществлял по, значит, как это, экспортированию своих нацистских агентов, по тому, чтобы предоставить им возможность дальше развиваться и, короче говоря, ковать очередную войну, которую они будут готовить для того, чтобы вновь напасть на своих врагов. Собственно, сейчас
мы наблюдаем все то же самое. Ермака бросают, как говорится, на амбразуру, потому что это жирный кот, у него есть публичная, скажем так, история, его постоянно как бы поднимали и надували, говорили, что вот, это теневой правитель Украины, он еще круче, чем Зеленский, он решает все вопросы, он там за все нитки, короче говоря, дергает, это просто паучара такой, у него там все люди на мази, он сидит на всех потоках, бабло проходит через него. На самом деле, я думаю, что это не совсем соответствует действительности, потому что, как вы правильно заметили, вот этот вот человек, который личный друг Елены Зеленской через свою жену, и министр, значит, убегант, который находится за пределами в вышиванке с еврейским лицом, вот такие вот люди у Зеленского всегда были в обойме, о которых наверняка даже не догадывался Ермак. И понятное дело, что Вова, который хорошо научился прятать бабулесы, потому что он раздевал и раздувал, и немножко обезжиривал богатых вообще дядечек и тетечек, которые хотели в шоу-бизнес, они хотели своих дочек или своих любовниц сделать звездами, а 95-й квартал, конечно же, им предоставлял такую возможность. И, конечно, Вова знает, как это делается. Поэтому, конечно, Ермак первым падет жертвой этого черта. И, в принципе, мы за этим активно наблюдаем. Я могу сказать только одно, что моя совесть чиста, потому что как только все это зарождалось, начиналось, я писала Андрею Ермаку, Андрею Борисовичу, моему другу, что если он пойдет в это поле с Володенькой за руки, то это для него плохо может закончиться. Но в любом случае я его предупредила, а дальше будем наблюдать, потому что каждый из них взрослый человек, и они приблизительно понимали, что может их ожидать, когда они превращали нашу страну в концлагерь, когда они отказались принимать, скажем так, условия Российской Федерации, когда они решили воевать и когда они миллионы людей уже уложили в гробы, что, собственно, является исключительно их решением, потому что если на твоей земле идет война, и ты не делаешь ничего, чтобы ее остановить, а наоборот ездишь и просишь, чтобы тебе дали все больше и больше оружия, плюешься во все стороны этим оружием, и потом тебе назад прилетает, то, в принципе, кто тебе доктор, как говорится? Ну, знаете, здесь тоже такой очень опасный момент. В каком плане? Ведь это выходит наружу. Да, Шмыгаль уже заявил о том, что командировка у вице-премьера до конца этой недели, мол, зря это вы поднимаете вот эту всю историю, он в командировке, все хорошо, никто никуда не бежал. Это ясно. Но тут же сам факт того, что это министр уехавших украинцев, национального единства, которое новое министерство, которое создано для того, чтобы работать с теми, кто покинул страну. По большей части в Европе, ну, вообще как бы в мире, да, в Америке, в Европе, в общем. Сейчас активный, ну, такой какой-то процесс обсуждения, который, он больше, чем просто юридический. Рада проголосовала, ну, будет, наверное, еще голосование, окончательное утверждение, в общем, за законопроект о множественном гражданстве. Да-да. Ну и начинается. То есть вот эти граждане из диаспоры могут получить там паспорта. Это будет легче. Это там без всяких там дополнительных процедур. Бюрократию убирают. И это как посыл такой, что украинцев там станет больше в мире. Это очень добрый и светлый такой путь. И, в принципе, по большому счету... Саша, добрый и светлый путь в ад. Быстренький нет, такой. Раз-два, и ты в аду. Смотрите, это современная практика. Все прекрасно понимают, что там, ну, понятное дело, это не для всех доступно, но это, в принципе, намерение правильное, современное. Там куча стран, у них есть возможность быть гражданами там, ну, многих, не одной страны. Это современная история. Но она окутана в нормы, которые позволяют лишать украинского гражданства тех, которые в России, Беларуси, тех, которые в других странах после 2014 года, не признавших незаконной аннексию Крыма. То есть это все выписано. Более того, формулировка является еще такой, что
Если там деятельность человека противоречит интересам Украины, то есть как бы повод для того, чтобы забрать паспорта. И вот тут мы видим абсолютный сюрреализм. Министр, который за национальное единство, который занимается украинцами за рубежом, попадает вот в эту историю с коррупционным привкусом, а параллельно с этим вот проводятся вот это вот обсуждение этого множественного гражданства и пунктов отъема паспортов у украинцев. Не к выборам ли все идет? Или если это не выборы и выборов ими и не пахнет, то зачем такие сложные манипуляции? Саша, вот вы же мне не верили, и многие наши прекрасные слушатели тоже, и сейчас мне не поверят, что я говорила много раз, что все направлено на то, чтобы уничтожить нашу страну, ту, которой мы знали. То есть именно война для этого происходит через войну, через страх, через страдания, через то, что люди убежали, через смену границ, через смену статуса и через смену законодательства. Никаких выборов не будет. Зачем выборы? Прекрасный черт Зеленский решает все вопросы без исключения. Все задачи, которые ему ставятся, он решает через таких, как Ермак. Не будет Ермак, будет какой-нибудь Фермак, понимаете, или еще какой-нибудь Мак, Шмак, Смак или еще что-то. Он найдет тех, кого он, как настоящий дьявол, искусит вот этими вот ковришками, баблом, влиянием, там, не знаю, светом, вспышками фотокамер, понимаете, который будет решать его вопросы. Но на самом деле он получает задание. Какого рода? Это называется план ОСТ, который был разработан еще давным-давно, и воплотить его в жизнь должен был Адольф Алоизович Гитлер. Он заключается в том, чтобы захватить южно-восточные земли, которые когда-то были частью Российской Федерации, потом они стали Украинской Советской Социалистической Республикой, теперь это Украина. То есть вот эти вот земли плодородные, значит, которые должны принадлежать прекрасным белым господам, которые получат паспорта, они будут рассказывать, и Ребе будет рассказывать, что какая хорошая страна, как вообще здесь хорошо нам жить, здесь добрые люди, здесь нет радикальных исламистов, мы все приедем и будем жить в Украине. То есть они будут жить, они купят землю, потому что у них будут деньги, они получат паспорта, они будут спокойно ходить по улицам, значит, по каким-то особенным местам, где, в принципе, будет жить верхний эшелон власти. А внизу будут бесправные рабы, которых будут ловить на улицах, ТЦКшники. То есть это уже, скажем так, сила, которая формируется, которая будет работать на вот этих своих хозяев новых. То есть они будут рабов нещадно ловить, заталкивать их, значит, в бусы. Сегодня их в окопы, значит, отправляют, завтра их куда-нибудь отправят на какие-нибудь работы. То есть придумают, в чем их обвинить, какой закон они нарушили. Они не так дышат, они не так говорят, не на том языке, не такой у них рост, не такой цвет глаз, не то, не так. В общем, все что-нибудь придумают обязательно, чтобы эти рабы на них работали бесплатно. То есть они будут создавать концлагеря, трудовые лагеря и будут отправлять туда людей, которые будут на них работать. То есть будет верхушка, которая владеет всем, землей, недрами, ресурсами, значит, почвой и всем, что есть в Украине на земле, под землей, воздухом, лесами и водными ресурсами. И будут рабы, которые не будут иметь возможности выезжать за границу, для них границы будут закрыты, для них будут существовать другие законы, и, в принципе, они будут работать на то, чтобы хорошие белые господа с правильными паспортами, они будут национальности Владимира Зеленского, хорошо жили в Украине.
Это, в принципе, план, который и тогда, 100 лет назад, воплощался в жизнь, и сейчас воплощается в жизнь. А с учетом того, что вообще происходит там на юго-востоке Украины, да, где когда-то были орошенные земли, прекрасные земли, была Каховская ГЭС, было Каховское море, где, в принципе, советские люди распахали, скажем так, степь неплодородную, оросили ее и сады там создавали. Вот, в принципе, они хотят это все уничтожить, чтобы потом по бросовой цене сказать, что вот, дорогие русские, у вас же нету денег для того, чтобы осваивать эти бросовые земли. Мы придем и вложим в это деньги. То есть они прекрасно вообще будут и украинские паспорта получать, и русские паспорта будут получать, потому что они хотят и туда тоже, скажем так, запустить руку. С учетом того, что Илон Маск уже просит политического убежища, это окно Авертона. То есть русские тоже, которые сейчас находятся в состоянии шока от этой войны, они тоже скажут: боже, наконец-то наши враги оценили, какие мы смелые, добрые, отважные, и не хотят больше с нами воевать. Да сам Илон Маск придет к нам и порядок наведет. Они запустят всех козлов в этот огород, и, в принципе, с помощью вот этой мягкой силы не останется ни славянских людей, ни наших земель, ни наших паспортов, вообще ничего, что связывает нас с той историей, которую сейчас активно прямо на наших глазах разбивают вообще кувалдой, Саша. Ну, кроме, собственно, истории, есть еще такое человеческое пространство. Вы упомянули шоу-бизнес. Мама, ну, это мама Верки Сердючки, да, имеется в виду актриса Инна Белоконь, публикует фотографию из очередного аэропорта вместе с Данилко. Говорит, что мы битые-перебитые, там, пережили, и это переживем. Слушайте, ну прям хоть к сердцу прикладывай. А в чем дело? Неужели настолько серьезен этот скандал с Кремнем, с этим выступлением на русском языке? Ну, заплатил вроде Данилко штраф 450 гривен, ну и, собственно, все. Но он же, даже этот концерт, он же продемонстрировал, ну, на самом деле, украинцам, кто они есть. А каких-то военных, которые там, или не, около военных, или активистов, которые там, Кремень этот, которого там заменят на другого, тоже актера из Карпенко-Карова и профессора университета, ну, по крайней мере, Минюст подает его кандидатуру, не Кремля, на языкового омбудсмена. Ну, собственно, всем уже утерли нос гуляние под Верку Сердючку. Так а в чем тогда страдания команды Данилко? Ну, смотрите, это, конечно, очень специфическая история, это что-то такое новое, знаете, вот мы с этим сталкиваемся, то есть оно как бы имеет какие-то определенные признаки того, что уже было в истории, но это все происходит как-то по-новому, потому что, значит, глава концлагеря, он из шоу-бизнеса, поэтому, соответственно, вот эти шоу-бизнесовые нотки, они присутствуют во всем. Это уже даже перекинулось, знаете, вот это не зря говорят, что прекрасная фраза «все буде Украина», она, по-моему, приобретает свои логические очертания в реальной жизни. Да, то есть вот это вот безумие, шизофрения, вот это стремление пиариться любой ценой, значит, и ради того, чтобы получить какой-то контент, который посмотрят там миллионная аудитория, люди готовы мать родную убивать, понимаете, там, насиловать людей в прямом эфире, ну, то есть все что угодно делают ради того, чтобы вот эту минуту, секунду славы получить, понимаете, в общественном пространстве. Но это безумие на самом деле, но, к сожалению, это факт. Смотрите, Андрей Данилко, который заработал все свои деньги на российском рынке, не побоюсь этого слова, мягко скажем, прямо-таки в Москве. То есть Андрей Данилко вообще не вылазил из Москвы. Он работал там во всех вообще частных каких-то компаниях, он работал там на всех вечеринках, он там пел, значит, и работал на всех новогодних огоньках, на всех новогодних вечерах. Ему платили колоссальные деньги. Почему? Потому что в Москве, в России огромное количество выходцев из
Украины. То есть мы все прекрасно знаем, что Украина и Россия – это были сообщающиеся сосуды. То есть для того, чтобы о тебе узнали в Украине, для того, чтобы к тебе относились с уважением и платили большие деньги, тебе нужно было сделать карьеру в Москве, потом приехать оттуда как бы из Москвы, такой себе барин, значит, холопом, и уже все будут тебе аплодировать и рассказывать: так они же в Москве, в самой из Московушки, значит, к нам приехали. Господа, так сказать. Ну и, в принципе, Андрей Данилко – это и есть подтверждение. То есть вот эти все выходцы из Украины, которые жили в Москве, любого сорта, ну, то есть и высшее звено, и менеджеры, и люди, которые просто работали в Москве, гастарбайтеры, они, конечно, испытывали ностальгические чувства по своей родине. И понятное дело, что у Данилка там был колоссальный, скажем так, электорат, не побоюсь этого слова. Более того, когда шла речь о том, что, возможно, какое-нибудь существо из шоу-бизнеса может стать президентом в Украине, рассматривалось 3 кандидатуры, как вы знаете. Славкова-Карчук, значить, я не здамся без бою, цей чарівний чудовий хлопчик, значит, Володя Зеленский и Верка Сердючка. То есть вы можете себе представить вообще, до какой степени об украинцах и их вообще умственном развитии и политической подкованности было представление, что, в принципе, Верка Сердючка могла бы стать президентом. Просто Андрей Данилко, он достаточно осторожный, достаточно, скажем так, закомплексованный, в общем-то, сам по себе человек. Это Верка, его персонаж, она такая отважная, раскованная. А сам по себе Андрей, он очень скромный и очень осторожный человек, потому что он сталкивался в своей жизни в шоу-бизнесе с серьезными, скажем так, проблемами, с давлением. Я сейчас не буду как бы вдаваться в подробности, о которых я знаю не понаслышке, потому что это его история. Но, к счастью, ему хватило ума, значит, не пойти в эту политическую историю. И он всячески старался отмежеваться от политического контекста. То есть он всячески через Верку, через все говорил, что ребята, мы в Украине, мы хотим жить в Украине, мы поддерживаем Украину, мы никуда не собираемся уезжать. Потому что у Андрея большое количество недвижимости за границей, ему нужен украинский паспорт, он хочет выезжать. То есть он всячески давал, скажем так, понять власти, что я к вам лоялен. Потому что у него гастроли, у него заказы в Дубае, в Германии, в Швеции, в Греции, везде, где есть украинцы. Соответственно, он не может работать только с Инной наперевес. У него есть большой коллектив, музыканты, танцоры. Они все типа военнообязанные. Он должен их кормить, он должен предоставить им возможность работы. Если у него нет концертов, если у него нет доходов, то, в принципе, ему приходится их распускать. И, соответственно, он всячески показывал лояльность этой власти и рассказывал, что так, мы за Украину, мы будем балакать украинскую, хотя Андрей вообще не владеет украинским языком. То есть Верка же говорит на суржике, по большому счету. То есть она коверкает просто русский язык. Но украинского языка они не знают никто. И понятное дело, что этого было недостаточно черту. Они именно хотели, чтобы Данилко стал с ними в один ряд, и чтобы он замазался вот этой всей своей политической, скажем так, истерией. Ну и, собственно, мы в очередной раз видим, что полумеры и разговор с сатаной никогда не приводит к результату. Потому что как только ты начал с ним договариваться, с дьяволом, как только ты ему пальчик сунул, как говорится, птичка попала в селки, все птички пропасть. Ну, это только лишь свидетельствует о том, что Андрей, как и многие другие представители шоу-бизнеса, не поняли на самом деле, с кем они имеют дело. И, к сожалению, это, если будет продолжаться вот эта вот нацистская власть, развиваться, и этот концлагерь будет, ну, скажем так, знаете, формироваться уже в полной мере, а он сформирован, то, в принципе, все люди так или иначе, как говорится, почувствуют на себе нежную ручку этого удушающего демона, который всех, абсолютно всех поставит раком и всех заставит себе служить. И люди, когда вот им говорят до последнего украинца, они такие сидят и думают,
Меня-то это не коснется. На самом деле коснется каждого. И ни Данилка, никто другой не является исключением, к сожалению. Потому что та Украина, где артистов любили, где к власти имели уважение, где люди, в принципе, достаточно были свободны, она уничтожена. И в первую очередь руками самих украинцев, которые в своей ненависти слепой к России, в своей слепой вере в телевизор, где им рассказывают вот эти все сказки, басни, понимаете, они сами уничтожили собственную страну. У них была свобода, у них была земля, у них были достаточно неплохие условия проживания, у них были квартиры, пенсии, у них была возможность ездить, зарабатывать за границу, они могли пересекать эту границу, домой возвращаться, у них была медицина, у них было образование, но они дали волю черту. Они поставили его у себя на голове, и они ему присягнули. Теперь у них ничего нет, и с каждым днем будет становиться все меньше и меньше. Но они все никак не могут понять, где причина их бед. Ну и понятное дело, что вот просто как будет в дальнейшем развиваться эта история. Ну, гайки будут закручиваться языком. Однозначно, Саша, однозначно. Я вам честно хочу сказать. Будут расстреливать, будут сжигать в печах. Потому что по истории недалекого прошлого люди, просто окститесь вообще, откройте глаза и посмотрите. Немцы считали, что они несут миру цивилизацию. Немцы присягали, кричали «Хайль Гитлер» и плакали вообще от счастья, когда он прикасался к их рукам. Так а что, подождите, ну, что мы несем? Ну, украинцы тогда вот этого пошиба, что они несут миру? Ну вот мы же видим, что... Ну, Саша, ну а что они несут? Объективно, Вот подождите. Вот... Объективно, то есть Г-7, едет Зеленский, ну, посидели они там чего-то, ну, там 2 с лишним миллиарда помощи от Канады привез Зеленский из Г-7. Тут Трамп развернулся, уехал, у него свои дела. То есть сейчас будет там НАТО, симпозиум этот, да, саммит НАТО. Зеленский вроде как на ужин приглашен, но там непонятно вообще, поедет, не поедет, потому что в программе опять нет Америки. То есть Америка, всех говорит, исход Америки, ой, что-то будет страшное. Так он постепенно идет, вот таким образом. Там не дадут то, не дадут это, не встретятся раз, не встретятся два. И ну, мы же понимаем, что это уже другая история. Ну вот, когда вы говорите такую крайнюю, приводите там тему, что вот будут там сжигать, в общем, это все будет развиваться и дальше приобретать уродские формы, ну так нет. Потому что сейчас налажен воздушный мост поставок вооружений из Европы на Ближний Восток. Вот сейчас. И там это все уже как бы происходит. Да? Об Украине ну, меньше пишут, об Украине меньше вспоминают прежде всего американцы. Ну, Европа тоже занята другим. Получается, что здесь, наоборот, вот этих крайностей, о которых вы говорите, ну, они не просматриваются. Серьезно, Саша? То, что об этом стали меньше говорить и писать, и то, что пока что это увели в тень, это не значит, что что-то изменилось для украинцев. Это не значит, что перестали их бусифицировать. Это не значит, что человека из ТЦК с 3-го этажа выбросили, а потом сказали, что он случайно сам выпал из окна. Это ничего не значит. Это не значит, что не будут отбирать паспорта у людей, которые не присягнут этой власти. Это не значит, что люди свободно начнут перемещаться по собственной стране и выезжать за пределы. Это не значит, да, ему дали, может быть, меньше миллионов и миллиардов, но ему вполне достаточно для того, чтобы укреплять свою власть и через инструменты, которые они с его ручной Верховной Радой принимают каждый день, грабить и стаскивать последнюю рубашку с людей, которые живут внутри этого концлагеря. Давайте разделим. Люди никак не могут понять. Вот они смотрят на него, и им кажется, что вот ему же ничего за это не бывает, за то, что он говорит, что Путин пусть умрет, русские все подонки, мы всех убьем, значит, и вообще Украина понад усе. Ну, то есть ту хрень, которую несет Зеленский в лице президента, никто вообще не обсуждает, потому что каждый знает, что только он откроет рот. Во-первых, не факт, что этот рот, понимаете, не порвут на немецкие кресты. Во-вторых, не факт, что не снесут это видео, и эта информация дойдет
дойдет до адресата. То есть, грубо говоря, но люди, они смотрят на него и думают, что вот он же такой отважный, и мы с ним такие отважные. Только у людей нету кортежа из 200 машин, у них нету охраны из 50 человек. Вы видели, как Владимир Зеленский пришел со своей прекрасной супругой на Местецкий арсенал? Фотографию со стороны, сколько вообще там целый кордон был вот таких вот амбалов, которые, значит, его охраняют, черта. То есть что-то же значит этот руководитель концлагеря делает важное, что его так охраняют. А что он делает важное? Он ворует страну у народа, уничтожает сам этот народ, расчищает территорию, продает земли и ресурсы, а теперь он продает еще паспорта. А дальше, как ваш любимый слюнявый, значит, спикер, кричащий про конституанту, они проведут конституанту, назовут эту страну по-другому, аннулируют конституцию, которая сейчас уже на паузе, собственно, определят новые границы, и этот концлагерь уже будет называться как-то по-другому, там будут жить какие-то другие люди по другим законам, и ни о каком вообще прошлом прекрасном, где все были равны, люди плюются в коммунизм, в социализм, понимаете, во все то, что они имели, потому что они думали, что так будет всегда. Вот они родились, и уже был свет, был газ, понимаете, были дороги, троллейбусы, трамваи, общественный транспорт, бесплатная школа, бесплатная медицина, там какие-то поликлиники и прочее. А потом вдруг это у них отобрали. Постепенно, по чуть-чуть. Сначала у них начали отбирать там какие-то социальные выплаты, верифицировать, значит, вы инвалид, не инвалид, у вас нет ноги, принесите нам еще справку, что у вас нет ноги, как будто она у вас отросла, и еще, и еще. То есть по чуть-чуть эту лягушку варили медленно. Она не поняла, что происходит, поэтому она не выпрыгнула из кипятка. А все те, кто будет, как я, пытаться достучаться до сознания людей, объяснять им, что происходит, что люди должны осознать, объединяться, противостоять этому и изнутри, и снаружи, конечно, будут обзывать сумасшедшими, ненормальными. Сейчас вот на меня кричат, что я антисемитка, значит, уже там возбудились все, потому что я сказала, что в православной стране президент еврей, который уничтожает гнездо православия, в принципе, он действует не просто так хаотично, потому что он что-то не понимает, а как раз потому, что он очень хорошо понимает и выполняет определенные заказы. Теперь все орут, что какая негодная, плохая это Егорова, антисемитка проклятая. А мы же... Смотрите, тут же такая история по поводу антисемитизма. Ну, многие, вот, ну, мы с вами в прошлый раз говорили, да, сейчас на фоне вот этих ужасов, да, а это ужасные обстрелы, причем и Ирана, и Израиля, тут давайте не будем их одним миром мазать, но мы понимаем, то есть обстрелы достаточно тяжелые. Эту больницу обсуждают в Израиле, да, которая там, одни говорят, это абсолютно гражданский объект, другие говорят, в подвале там было спрятано. В общем, ну, то есть накладывается и пропагандистская история, но вот этот антисемитизм стал каким-то, ну, каким-то ярлыком. То есть если ты слово кривое скажешь, то ты уже антисемит, получается. Причем это все хорошенько обкатали и на палестинской теме, да, когда бомбили, и продолжают бомбить Газу. Это вот перекочевало вот в этот конфликт гораздо больше и опаснее между Израилем и Ираном. Но тут другой момент. В Украине зачем комиссия по антисемитизму? Вот этого решения абсолютно не понять. Как не понять? Это все вещи одной цепи. Еврей-президент, поставленная на паузу Конституция, уничтожение русского языка, памяти вообще о том, что эта территория когда-то была частью Советского Союза и русского народа, уничтожение русского народа как такового, любого вообще национального момента, что мы славяне, и мы братья с русскими. Теперь нам рассказывают, что мы не братья. А теперь, чтобы вы понимали, нам рассказывают сидящие в Израиле, когда-то рожденные в Советском Союзе, а теперь с гражданскими паспортами Израиля, господа на чисто русском языке, что оказывается
Израиль протягивает руки, дружественные руки к украинскому народу, потому что мы должны создать синергию и быть вообще, значит, друзьями и братьями с еврейским народом. Вот что нам рассказывают. Для того, чтобы победить эту ужасную Россию, мы, украинцы, евреи, братья, будем их побеждать. И тем более, когда вот такой вот еврейский, хороший, прекрасный, красивый президент, почему нет? Давайте будем воевать с Россией, вечная война. Все же эти смыслы, вечная война, враг Россия, значит, антисемиты прочь, значит, от Израиля прекрасного, это все идет из одного центра. Но, Саша, давайте, вот, как бы, они просто не позволяют нам быть логичными. Потому что я столкнулась вот сейчас, на меня просто навалили, то есть меня оскорбили, сказали, что тупая, безмозглая, необразованная, тупая антисемитка, злобная, которую, значит, ну, вообще, по большому счету, желательно расстрелять. Я не удивлюсь, как бы, если дальше прозвучит подобное слово. Это за то, что я, гражданка моей страны, против того, что уничтожают мою страну, моих сограждан, при том, при всем, свели сначала с ума, ввели их в заблуждение, спровоцировали войну, теперь гонят их на убой, не останавливают эту войну и продают землю, на которой мои предки поливали ее кровью, отстаивая ее для нас с вами. Потому что если бы советская армия не воевала с фашистами, то по большому счету ни вы, ни я, Саша, мы бы просто не родились, мы бы уже об этом не говорили. Так вот, вернемся к хорошим израильским пострадавшим от Холокоста. То есть, если просто копнуть в историю Израиля, то можно себе представить, что они приходят, палестинцы, значит, неожиданно для себя получают вот таких прекрасных соседей, и они сначала хотят с ними наладить взаимоотношения, но они приходят туда не для того, чтобы жить там в мире, сбежавшие от Холокоста, выжившие из концлагерей, а для того, чтобы отвоевывать свою территорию. Они уничтожают палестинские деревни, они занимают эту территорию, они строят свои вот эти вот кибуцы, значит, и разбивают свои сады, они просто занимаются тем, что они выдавливают местное население для того, чтобы свою территорию расширить. Чем это отличается от плана Ост нацистского, где, в принципе, германская нация над всеми, и они хотят расширить свою территорию, и там вот эти солдаты вермахта, которые шли и посылали своим маман, мутерам своим фотографии прекрасных украинских земель и говорили, что здесь будет наш домик, мутер, мы будем тут жить, на этой прекрасной плодородной земле. То же самое. Поэтому, когда сейчас Израиль кричит, что ужасный Иран напал на маленький Израиль, это та же технология, как ужасная Россия напала на маленькую Украину. Они провоцировали Иран. Они бомбили, крушили, уничтожали полностью Газу. То есть, по сути, арабское население, представители ислама. Они всячески приглашали Иран, чтобы он пришел и защитился за своих так называемых, ну, кровных, скажем так, братьев. Но все почему-то считали, что вот этот вот ответ Израиля Ирану, где они уничтожили, Саша, минимум 5000 маленьких детей до 5 лет. 5000 реальных имен детей. Вот Ассанж вышел, понимаете, на, значит, общественной там какой-то акции, я не помню, где там он, в Ницце, на каком-то кинофестивале, он вышел в футболке, и там мелким почерком было написано 5000 имен детей до 5 лет в Газе, которых убили прекрасные израильские солдаты, так сказать, справедливости. То есть чем это отличается? Чем? Они убивали людей, женщин, детей, стариков. Их ребе абсолютно спокойно, не стесняясь, говорили, что да, надо убить и старика, и женщину, и ребенка. Так сказано у нас в Писании, в Торе. Потому что если он потом вырастет, он придет и убьет тебя. То есть это их, скажем так, психология. Они даже не понимают, что в этом ненормального, какой может быть там гуманизм или еще что-то. Если нам надо
Соответственно, они ту же самую историю через Зеленского, через средства массовой информации ему подконтрольные, надели на голову украинцам и рассказывают, что надо убивать москалей и детей, и женщин, и стариков, потому что они вырастут и придут и скажут, вот это тут Березки, это наша родина, понимаете? То есть и теперь они рассказывают, что мы, Израиль, Украина, братья, понимаете, мы братья, мы должны победить всех своих врагов и зажить счастливо. Но вот чем это одно от другого отличается? Нет, Ничем, Саша. Различия, понятно, там есть, но тут момент в другом, я считаю, принципиально важный. Когда мы говорим об Украине, да, и об украинцах, но ведь все равно, как ни крути, да, Зеленский остается там популярен, Зеленский остается на слуху. Подождите, Саша, давайте так. Если завтра у вас несколько миллиардов долларов, власть ТЦК, и вы сидите там, где сидит он, вы закрыли все альтернативные каналы, и всем, кто только вообще открывает рот, вы просто блокируете доступ к мозгам украинцев, и вам надо, чтобы Саша Шелест стал самым популярным человеком, вы не знаете, как это делается? Я знаю. Вы знаете. Это просто искусственно наведенный морок. Это сетевая структура, которая поддерживает его имидж, надувает его, знаете, как жабу в дирижабль превращает. И это такой мыльный пузырь огромный, в который дуют со всех сторон и Политико, и Вашингтон-Пост, понимаете, ему аплодируют стоя, вот эти обезьяны в конгрессах. Что они в Конгрессе могут не аплодировать ему, если их перед тем, как собрались, сказали, так, аплодируем Зеленскому, потому что мы должны красивую картинку показать, как мы поддерживаем западный мир, борьбу несчастных украинчиков с этой ужасной, страшной Россией. Мы что, не знаем, как это делается? Я к чему веду? Ну, смотрите, Путин тоже у него такая очень хитрая позиция в общении с журналистами на Питерском форуме. Он говорит, что смотрите, вообще-то тема, конечно, она настолько сюрреалистична. Она началась с Турции, первого Стамбула возобновленного, когда Зеленский приехал, говорит, я жду тебя, я здесь, приезжай к Путину. Трамп там тоже по Саудовской Аравии, по Ближнему Востоку катался, да, там, а что он приедет, если я не приеду? То есть это началось тогда, и эта линия, она проигрывается дальше. Линия абсолютно сценарная, искусственная, постановочная, такой эстрадная миниатюра своеобразная, но как-то оно идет по каким-то непонятным законам этого сценарного мастерства. Я, например, по крайней мере, не вижу, да, какой-то точки пересечения. А можно я скажу? Я вижу. В этом начал играть и Путин тоже. Говорит, конечно, будем встречаться, мы готовы встречаться, давайте встречаться. Вопрос только подписей. Кто это будет подписывать? А так, конечно, будем говорить, будем встречаться. То есть, если договориться не получается, если, например, то есть подписи не подходят того же Зеленского, да, то зачем встречаться тогда? То есть мы сейчас в каком-то таком двойном мороке, понимаете? И нормальные люди уже, правда, то есть фидбэк у меня тоже очень большой. От таких есть разные, конечно, там и атакующие, и те, которые там любят поставить дизлайк. Я всех призываю лайки ставить и хорошие, добрые комментарии писать, потому что они ярко выделяются на фоне этого ужаса, который происходит. Да? Но тем не менее, люди есть разные. Но все здравомыслящие люди говорят, хорош, давайте уже что-то делать, давайте каким-то образом завершать. Но мы видим здесь игру, такую закрученную на Банковой. И в Кремле примерно они по другим немножко законам драматургическим, похожая история. То есть и там мы видим, что нет, то есть нет выхода. Сказать, что там, допустим, поменять Зеленского, например, да, или там Москва взяла и выдвинула условия, например, выборы в Украине. Об этом писали, оно там вписано в этом меморандуме, в каких-то пунктах. Но это не основное условие. То есть Москву вполне устраивает эта вся канитель, которая здесь происходит в политическом смысле. И этого условия не звучит с открытым забралом от Кремля.
В Украине тоже какие выборы, никаких выборов, никакой смены власти. Получается, и Банковую, и Кремль в сухом остатке все устраивает, что сейчас происходит. Да, А народу конкретно, да, остановить страдания, лишение, убийства, меня порвало, если честно, без угла. И еще там один есть тоже воин света. Они там на пару, да, пробились в медиапространстве, когда убила ракетой, то тоже там подбитой ракетой, не подбитой, короче, русской ракетой убила 31-летнего парня, да, которого там стояли мама с папой, страдали полдня, вытащат из-под завалов живым или мертвым, вытащили мертвым. И они начали обвинять: слушайте, так это ж ухилянт. Он в 31 год поступил на первый курс магистратуры. Это он, чтоб не служить. И все, и понеслась. Понимаете, у людей горе. За этой парой следит весь мир. Ну, не весь мир, но вся Украина, по марафону показывали. На этом горе строят вот этот вот образ, очередной образ ужаса и кошмара от этой войны. Безусловно, кошмарной войны. Но потом это все вылазит боком в какую-то опять такую историю. Ты ухилянт. Ну, то есть все идет, получается, по намеченному, судя по вот этим телодвижениям. И на народ плевать. Причем как на русский, так и на украинский. ну, смотрите, Саша, я уже достаточно давно, наверное, года 1,5 или 2 тому назад делала большой эфир, который назывался «Элиты против народов». То есть на самом деле, да, так и есть. Элиты сейчас, которые одурели от богатства собственного, которые зарабатывают ковришки на военно-промышленном комплексе, которые, пока идет война, могут совершенно безнаказанно грабить вообще из общих потоков деньги, набивать себе собственные карманы. Конечно, они воюют против собственных народов везде. То есть нет, по большому счету, ну, скажем так, четкой границы сейчас, кто там за народ, а кто против народа. Понимаете, это происходит и во Франции, они тоже воюют против собственного народа. Вы думаете, Макрон не бросит в топку войны кого угодно, лишь бы только оставаться в своем кресле? Вы думаете, Трамп не бросит в топку войны кого угодно, лишь бы только оставаться в своем кресле и владеть миром, информацией и, соответственно, вниманием к себе? То есть закулисные, скажем так, делки, то есть вот эти все финансисты, юристы, не побоюсь этого слова, во всех смыслах этого слова, которые запускают эту игру, они специально приводят к власти везде в мире вот таких вот психически больных людей, перверзных нарциссов, вот этих людей эгоистичных, людей, которые стремятся всегда быть в центре внимания, для того, чтобы сыграть на их слабостях. Владимир Зеленский мечтает быть всегда в центре внимания. Для него важны вот эти аплодисменты. Он алчный человек, который ради миллионов и миллиардов, которые замаячат перед ним, и которые он может свободно взять, и, как ему кажется, ему не придется за это ответить, он бросит всех нас в топку войны. И нас, Саша, и вас, и всех вообще живущих в пределах Украины, и за пределами Украины. До кого он только сможет дотянуться, он нас всех уничтожит легко, потому что мы для него пыль, потому что это существа, у которых нет ни чести, ни совести, ни достоинства, ни эмпатии. И люди никак не могут этого понять. Когда он с таким страдающим голосом, понимаете, уже так немножко больше похожий на Леонида Даниловича Кучму, так немножко так он своими пальчинками так вот он размахивает, и так немножко с канадійським акцентом трошки так по-українськи розмовляє, і вже так трошки забронзовів, коли він оце розказує, як він страждає за людей, да як же ж він, значить, хоче цю війну зупинити, люди наивные. Для них играется вот эта пьеса, а они верят в то, что они хотят видеть.
а он дает им то, что они хотят видеть. И он постоянно их держит как осла с морковкой. Я уже говорила, это же просто образ, понимаете, украинского народа, который идет за этой морковочкой, а ему говорят еще чуть-чуть, чуть-чуть. Саша, это каким цинизмом нужно обладать, чтобы вот это вот пиариться на смертях людей вообще? А люди не задумываются о том, в зеленом марафоне им не скажут об этом безмозглые курицы, которые говорят только то, что им написано в интересах существующей теперь власти. Почему же они не скажут, эти журналисты, что, товарищи, если бы наш президент сел сейчас за стол переговоров, и, в принципе, мы бы шли к установлению мира, то, наверное, бомбы бы не летели. И, наверное, бы этот 31-летний человек не погиб бы под завалами своего собственного дома. Но нет, им нужно, чтобы сидели родители, их уже прямо вот так вот съемочную площадку вокруг них организовали, их вот так вот лентами, понимаете, обставили и снимают крупным планом, как они плачут, кулаки держат. Это кем нужно быть? Это скоты, понимаете, которые на человеческих жизнях пиарятся. А это дура, идиотка. Она же конченая, она же полностью больная девочка. Вот это вот безуглая. У нее же, в принципе, на лице написано, что у нее проблемы вообще с пониманием и со всем остальным. Она несет все то, что ей скажут. Она просто является глашатаем. В ее рот вкладывают то, что она должна донести до людей, и это постоянно возбуждает. Вот есть такая больная Грета Тунберг, которую, в принципе, знает весь мир, больная девочка с диагнозом, которую родители используют, понимаете, как копье, которое постоянно куда-то в какую-то кучу с дерьмом нужно всунуть. И вот она постоянно отвлекает внимание. То есть они постоянно отвлекают внимание. То, что делает Трамп, когда он ездил по Ближнему Востоку, он создавал видимость того, что мы готовы договориться. Он получал там подарки там, и все остальное, собирал мзду, скажем так. Он им обещал, что якобы мы будем, значит, максимально внимательны к вашим требованиям. А потом в конечном итоге всю переговорную группу, которая была от Ирана, взяли и убили. Это как вообще называется, Саша? Это называется отвлечение внимания. Это называется мы бьем в бубны, чтобы вы не поняли, что в другом месте готовится удар. Это называется правильно спланированная провокация, когда туман войны и барабаны цирка отвлекают от истинных мотивов. Нужно всего лишь перечитать сказку «Буратино» или «Золотой ключик». Основной мотив был у Карабаса-Барабаса через глупого мальчика Буратино узнать, где находится вход в потайную дверь, понимаете? А все остальное – это уже была фабула, которая прикрывала истинные намерения Карабаса-Барабаса. И, собственно, мы прекрасно знаем, что потайная дверь – это федеральная резервная система, которая должна собрать все золото вообще, которое только существует в мире, через войны, через дестабилизацию и через все то, что происходит, со всех абсолютно, и сконцентрировать это в собственных руках. Потому что если у вас есть, Саша, бабло, миллионы и миллиарды, и вы можете всем закрыть рот и рассказать, что слушайте меня сюда, потому что больше никто и нигде вам ничего рассказать не может и не имеет права, то, в принципе, вы владеете миром. Что, собственно, и происходит. Ну, Конечно, это, Путин кстати, это понимает. это очень хороший, кстати, пример по поводу Федеральной резервной системы. Исторический рекорд достигнут. 37 триллионов госдолг США. На одного человека, это жителя США, это 107 тысяч долларов. И на одного налогоплательщика 323 тысячи. Это 123% ВВП. В 2000-м, так для сравнения, был, например, 57. То есть это очень серьезная история. То есть, если, допустим, все там вспоминают это как какую-то пиар-акцию на предвыборной кампании Трампа, да, и никто не понял, почему там Маск, например, взбунтовался, начал там сыпать, ну вот недавнее оскорбление на Трампа. Это об этом. Это об этом. Потому Конечно. что ситуация в Америке, вот именно финансовая, достаточно тяжелая. И поэтому тут, когда мы смотрим на Трампа, он же тоже знает об этой ситуации. Конечно. Конечно, Саша. На самом деле очень интересно, показательно было
когда Трамп выступал во время инаугурации перед своим Сенатом, да, и, как вы помните, там была одна половина республиканцы, которые вставали, ему аплодировали, всячески его поддерживали, а вторая половина, которая сидела камнем, значит, и смотрела на него с ненавистью. Почему? Потому что, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки – это корпорация, где, собственно, есть две силы, промышленники и финансисты, которые между собой все время воюют за бюджеты, за то, чтобы с вот этих вот лохов, которые там живут в Соединенных Штатах Америки и думают, что они в самой свободной стране, снимать шкуру. Вот эти вот все истории, помните, Трамп в инаугурации начал издеваться, глядя в сторону демократов, о том, что, оказывается, значит, в бюджете они обнаружили с Маском, что там, значит, каких-то собак где-то в Сомали, значит, экспериментируют, какие-то эксперименты производят, о том, что пенсии получают какие-то 350-летние жители Соединенных Штатов Америки. То есть и он смотрел все время вот в сторону вот этих сенаторов, которые там же, они пожизненно занимают этот пост. И каждый из них, имея доступ к, скажем так, распределению бюджета, каждый из них провел небольшую речечку финансовую в сторону своей семьи, своих детей, и они прекрасно сидели годами, десятилетиями, они прекрасно, это был их бизнес, они выводили его куда-то в Сомали. Вот, например, семья Байдена, она вывела его в Украину, то есть Украина, это был их бизнес, вот это вся бурисма, вот эти все ресурсы, вот эти все Порошенки, перевороты, это непосредственно для вот этих вот папуасов, которым они рассказывали про демократию, а на самом деле они просто грабили наш бюджет. То, что нету ничего лучше, надо долго ходить, искать, кого бы там ограбить, обдурить, работать над всеми. Если ты покупаешь правительство Украины вместе с президентом, премьер-министрами и всеми теми, кто ниже стоит, и все партии ты тоже покупаешь, то твоя задача просто создать искусственную структуру, которая высасывает деньги из людей, накапливается определенный хавуз, такое хорошее слово у нас турецкое есть, бассейн финансовый, и ты просто к этому бассейну подключаешься и просто высасываешь эти бабки себе в собственные карманы, а для своих налогоплательщиков ты рассказываешь: ой, война, война, мы сейчас должны подтянуть поясочки и забрать ваши деньги для того, чтобы войну, значит, в Украине закончить, и еще параллельно грабишь под предлогом того, что идет война, своих собственных налогоплательщиков. Все очень просто. Просто другой вопрос, что их стало много. У каждого хорошего сенатора, конгрессмена есть свои родственники, друзья, дети, сыновья. Они потом женятся, у них тоже дети появляются, и денег становится все больше и больше нужно. А где их брать, непонятно. И нужно все больше войн, потому что война – это единственный способ, как они могут заработать на финансовых вот этих вот оборудках, на вот этом военно-промышленном комплексе, на поддержке их предприятий, так называемых, с помощью вот этих государственных заказов, потому что западные мозги пиратов, они по-другому не устроены. Они могут только грабить. Просто, если раньше они приходили, грабили, убивали просто сами, теперь они научились грабить, обманывая лохов, понимаете, с помощью средств массовой информации. Они влезли абсолютно во все мозги, через соцсети, через контролируемые частные каналы. Вот у нас в Украине не было ни одного государственного канала последние 30 лет. То есть все, которые были, они уничтожили, перекупили вот эти частоты, посадили там специальных людей, которые им служат и которые, в принципе, эту общую повестку распространяют на весь мир. Если и есть, в принципе, мировое правительство, так в средствах массовой информации оно 100% уже работает, Саша. Ну, это, вы знаете, Потому что... можно, конечно, и по-разному, допустим, да, ну, там, к вам относится, что вы раз через раз вспоминаете времена Второй мировой войны, да, и там, рейх Гитлера. Так вот, последним штрихом к нашей сегодняшней беседе, я считаю, что это, ну, это такая деталь, но дьявол в мелочах. Когда, ну, во-первых, это же нонсенс, да, вы про журналистов вспомнили, про каналы, когда выходит Бигус и гордится тем, что он
в СБУ. Ну, это у них там закусились они с Гончаренко, депутатом, и тот раскопал, что есть прям расписка, где вот этот расследователь Бигус за гранты, в общем, сотрудничает с СБУ. Он вышел с, не знаю, видели вы или нет, с вот этим откровением, там, что вот да, типа да, а что? Страна такая, я там где-то воевал, то есть такой, я вот такой Бигус, я сейчас спокойно как бы себя чувствую, я там все там... В общем, не берет его почему-то ТЦК, не хочет его почему-то брать, а он ни в списках, ни в каких, ни в резервах, ни в броне, ни в чем. Мол, пиши, Гончаренко, запрос в ТЦК. Ну, в общем, такие борзые ребята, да, там и Гончаренко тоже такой своеобразный товарищ. Ну, и Бигус, конечно, да, раскрылся как агент СБУ. Ну, то есть, смотрите, понятное дело, что там это такая скрытая история. Как вот в шоу-бизнесе много скрытых таких вещей. Да? Ну, понятно, что там какие-то журналисты сотрудничают, им сливают информацию, там, работают как сливные бачки или работают в каком-то другом моменте, что там что-то они получают и что-то передают. Да? Ну, вот в таком духе. Но вот это вот ходить гордиться, это профессионально, ну, я как журналист, это профессионально, это все. То есть ты уже после этого откровения, ты не журналист. То есть ты уже, твои расследования, все предыдущие, а тем более последующие, можно бросить в топку. Ну и вот, чтобы как-то реабилитироваться, его студия выдает материал очень интересный. У нас новый генпрокурор, родом из Северодонецка, Киевской областью руководил, налоговой, в НАБУ тоже пытался в конкурс пройти, Кравченко, ему 35 лет. Генпрокурор Украины, 35-летний парень. Дети есть? Не знаю насчет детей. Ну, вроде как... это важно. Нет, это важно, женат, Саша, да? женат вроде там. Дело не в детях. И вот Бигус, как бы реабилитируя себя, выдает очень интересный материал. В общем, он проходил конкурсный отбор на главу НАБУ, вот этот Кравченко. И там у него спросили, а знает ли он, кто такой Макс Нойман? Почему спрашивают? Потому что у него типа Нойман, Макс Нойман, это какой-то ник электронной почты. Да? То есть Макс Нойман. Ну, он тогда ответил, что это типа новый мужчина. Ну, такой перевод. Типа Макс Нойман, новый мужчина. И как бы все удовлетворились этим ответом, и все. Но Макс Нойман это же гитлеровский генерал. То есть и тогда его еще в 23-м году, 2 года назад, заподозрили, что он не просто потому, что Нойман новый мужчина себе поставил такой ник, да, на свою электронную почту. И тогда к нему там как бы возникли вопросы, тогда это особо никого не интересовало, конкурсный отбор, НАБУ, и бог с ним. Но как бы осадочек остался, и его сейчас вот опять поднимают. Поэтому и к чему? К тому, что когда там Егорова вспоминает постоянно там рейх, какие-то моменты, то есть, да, это все, конечно, перекочевывают. И я, если честно, тоже там, не считаю, что я там человек полный профан там в истории, достаточно хорошо я учился и в университете, и в школе. Но я не понимал, как все с упоением перебирают вот эту всю гитлеровскую схему власти, какие-то вот эти все вещи. Как-то меня это никогда не цепляло. А люди прям вникают в это, прям интересно им. Вот парадокс, почему? Почему, Саша? Потому что участники событий на манеже все те же. Это потомки полицаев, тех, которые сотрудничали с нацизмом, которые после распада Советского Союза проникли, потому что они по своей природе, во-первых, основная их масса – это ашкеназы, которые поехали в разные другие страны за кордон, бежали, из Центральной и Восточной Европы. Как вы знаете, ашкеназы – это определенная группа евреев, которые жили на территории Белоруссии, Литвы, Украины, Германии. То есть они владеют нашими языками, то есть они совершенно спокойно, у них нет языкового барьера, они понимают смыслы, тексты, контексты, они могут читать, они, в принципе, знают какие-то исторические факты, просто подают это все под определенным своим выгодным им соусом. Более того, находясь уже за пределами Советского Союза, когда закончилась Вторая мировая война, они, конечно же, подключились к этой борьбе с коммунистами, с Советским Союзом, с выигравшей стороной, потому что они хотели взять реванш. И эти деньги, этот проект Одесса, да, эти деньги
деньги Рейха, которые были вывезены, и на эти деньги были созданы определенные структуры, институты целые. Вот этот вот институт изучения войны Виктории Нуланд, он, собственно, тоже, и сама Виктория Нуланд, это потомки полицаев и тех, кто проиграл, и ее институт изучения войны, и подобные им структуры, они, в принципе, были созданы после Второй мировой войны, и их главная была цель – изучать, продумывать схемы, искать новые пути. То есть если они поняли, что прийти с оружием просто так и нахрапом, силой взять не получается, они решили идти в обход, они решили идти через обман, через проникновение и в первую очередь через проникновение в идеологическую структуру. Вы же помните нашу прекрасную подругу Ирочку Фарион, бабу Фару, которая рассказывала из своей собственной истории, что ее педагог, очень умный человек, говорил, что Ирочка, иди в коммунистическую партию, мы будем разрушать ее изнутри. И Ирка сказала «я воль» и пошла в коммунистическую партию и, не стесняясь, значит, подала туда заявление и получила коммунистический билет для того, чтобы разрушать систему изнутри. Из этих же был наш прекрасний перший президент Леонід Данилович чи Макарович Кравчук, який так само свою біографію красиво нам розказував, що, значить, він по ідеологічній ніві пішов, тому що треба було працювати на незалежність України. Тобто вот эти все корни, мы просто советские дети об этом не знали, об этом не говорилось открыто, об этой бандеровщине, о вот этих лесных братьях, о схронах, которые там до последнего, уже Советский Союз расцветал, и дети-пионеры там шли, понимаете, с барабанами, а они еще по-прежнему уничтожали, убивали, делали всякие разные провокации и получали бабки с Запада. То есть это все было, есть, Саша, и еще неизвестно, как это все будет, потому что вот эти все потомки полицаев, они сейчас находятся во власти в Украине. И, соответственно, они берут реванш. Поэтому бигус – это бигус. Как вы знаете, бигус – это немецкое блюдо, это сосиски, значит, с вот этой капустой квашеной или там жареной или какой-то. Нойман – это Нойман. Си-14 – это Си-14. 88 – это 88, это Хайль Гитлер. И «Слава Украине, героям слава» – это, по сути, гитлеровский лозунг, который применяли вот эти вот потомки полицаев и нацисты, которые присягнули Гитлеру во время Второй мировой войны. Мы, по сути, оказались, понимаете, во временном портале. Просто по-другому, с другими участниками событий, у них другие имена и другие лица, и нам кажется, что, в принципе, так быть не может. А на самом деле из-за того, что люди были глупые, не знали истории, не хотели говорить друг другу правду и испытывали преступную бесшабашность. Вот знаете, в чем ужас победителей и потомков победителей? Что они подумали, что эта война закончилась, и больше этого не будет никогда. Что враги настолько получили удар сильный, что они уползли в свои норы и там зализывают раны. А они уползли, залезали раны, собрали бабки, родили своих потомков, накачали их идеологией и ненавистью и бросили опять на войну с нами. Вот, собственно, ее мы, Саша, и ведем. В первую очередь в мозгах людей. Потому что как только люди начнут понимать, что происходит, поверьте мне, каждый из них поймет, как нужно ему действовать и какую сторону они должны принимать. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Спасибо, друзья. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.